Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами продолжать вязать вот такого лабубу. И сейчас мы будем вязать голову. Как обычно, мы начнем с вами с кольца амигуруми, которое провяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик без накида. Кольцо затягиваем и делаем соединительный столбик. И первый ряд у нас с вами закончен. Второй ряд мы будем вязать с вами 6 прибавок подряд. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Вторая прибавка. Третья. И так вяжем до конца ряда. Во втором ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Мы с вами используем крючок номер 2,5 для личика, ручек и ножек. Ставим маркер, и третий ряд мы с вами вяжем по схеме столбик без накида, прибавка. Так повторяем 6 раз. Столбик без накида, прибавка. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем по этой схеме до конца ряда. Я это буду делать в ускоренном режиме. Это знакомая нам схема. И третий ряд у нас закончен. Последняя прибавка. Четвертый ряд у нас будет схема 2 столбика без накида. И в третью петлю вяжем прибавку. Так повторяем 6 раз. В четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Сейчас, когда мы вяжем голову личика лабубу, мы с вами будем прибавлять по одной прибавке делать, а потом дальше пойдем на уменьшение. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Последняя петля будет прибавка. Готово. Пятый ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Делаем прибавочку. И тоже повторяем так еще 5 раз. Столбик без накида, второй столбик без накида, третий, прибавка. В пятом ряду у нас с вами получится 30 столбиков без накида. Вяжем до конца. Шестой ряд, 4 столбика без накида плюс прибавка. В шестом ряду у нас с вами 36 столбиков без накида. Вяжем по этой схеме 6 раз. 4 столбика без накида, прибавка. И давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся в следующем 7 ряду. 7 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Этот раппорт повторяем тоже 6 раз. В 7 ряду должно у нас с вами получиться 42 столбика без накида. Продолжаем наше вязание до конца ряда. Вязание легкое, простое. Игрушку можно, эту схему использовать как базовую игрушку для вязания других игрушечек. Так, итак, 8 ряд мы делаем 6 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй столбик без накида, третий, четвертый,
5 и 6. Следующую петлю вот сюда делаем прибавку. В 8 ряду у нас с вами должно получиться 48 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Увидимся с вами уже на 9 ряду. Итак, дальше смотрите, с 9 по 15 ряд, то есть 7 рядов подряд, мы вяжем с вами 48 столбиков без накида. Поэтому, чтобы легче было, давайте перенесем маркер и свяжем по кругу 7 рядов. Не будем делать ни прибавки, ни убавки. Я начну вязание и сделаю это за кадром. Вы можете нажать на паузу и будем продолжать вязание через 7 рядов в 16 ряду. А пока давайте свяжем. Половина головы лабубу у нас уже готова. Вот, давайте посчитаем ряды. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов мы провязали. И дальше у нас будут убавки. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик без накида. И дальше у нас с вами идет убавка. Мы подхватываем первую полупетлю и вторую полупетлю столбика и протягиваем ниточку. Сделали убавку. Так повторяем еще 5 раз. 6 столбиков без накида, убавка. В 16 ряду у нас с вами останется 42 петли или 42 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Замечательно. Перенесем маркер, чтобы не потерять столбики, петелечки. И 17 ряд тоже убавочный у нас. По схеме 5 столбиков без накида, убавка. Повторим так 6 раз, и у нас останется с вами 36 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и 5. Дальше делаем убавку. И так повторяем еще 5 раз до конца ряда. Последняя у вас всегда должна быть убавка. Если вдруг у вас получается просто столбик без накида, значит где-то вы пропустили петельку. И можете себя проверить. И давайте встретимся с вами уже на 18 ряду. Его мы тоже будем делать убавочным. Мы вяжем 4 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй, третий и 4. Дальше делаем убавку. И повторяем точно так же еще 5 раз. 4 столбика без накида, убавка. В 18 ряду у нас должно с вами остаться 30 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Еще один убавочный ряд. Уже мы приближаемся к завершению. Схема вязания: 3 столбика без накида, убавка. Повторим так 6 раз. И у нас с вами в 19 ряду останется 24 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Как видите, схема легкая. Сначала мы делаем прибавки, а потом убавки. До конца ряда вяжем.
Так, ну вот, связали. Теперь я наполню холофайбером, синтепоном, чтобы удобнее было делать потом убавочки. Наполняйте не сильно плотно, мягенький, чтобы получился мордашка, головка. И продолжаем наше вязание. Осталось нам совсем немножко. Здесь я уже поставлю маркер, чтобы его не терять, темный. И вяжем по схеме 2 столбика без накида, убавка. Это у нас 20 ряд с вами. Повторим так 6 раз. Столбик без накида, второй столбик без накида. И делаем убавку. По кругу продолжаем вязание. В 20 ряду у нас с вами будет 18 столбиков без накида. Замечательно. Вы возьмите вязание себе поудобнее, чтобы вам сейчас удобно было делать эти убавочные ряды. Потому что места для вязания остается совсем немножко. Так. До конца ряда. Маркер переносим. И 21 ряд мы вяжем по схеме столбик без накида, убавка. Повторим так 6 раз. У нас останется с вами 12 столбиков без накида. Это наш с вами предпоследний ряд. Столбик без накида, убавка. И осталось у нас 12 столбиков без накида. Сейчас самое время добавить наполнитель. Хорошо уплотнить, сформировать голову. И дальше у нас с вами будет 6 убавок подряд. У нас 12 столбиков, и мы делаем 6 убавок подряд по кругу. Беру поудобнее мое вязание. Маркер уже не понадобится. Это последний ряд. Делаем 6 убавок. Первая, вторая, ой, не захватывается, третья, четвертая убавка, и еще 2 осталось. Так, четвертая, пятая убавка и последняя 6-я убавка. Замечательно. Теперь мы с вами ниточку отрезаем подлиннее, закрепляем, немножко подтянем. И теперь смотрите, за полупетли, за переднюю стенку петли мы просто продеваем ниточку 6 раз, чтобы стянуть голову, лабубу. Второй раз, третий, четвертый, пятый и последний 6-й раз. А теперь ниточку стягиваем. Упс!
У меня оторвалось, поэтому будьте осторожны. Но ничего, мне этого хвостика хватит, тем более, что я все равно его буду внутрь вдевать. Для этого я возьму сейчас иголочку и вот этот хвостик внутрь. Оп! И спрятала. Голова готова. Ла-бу-бу. Ну что, будем вязать дальше? А что же мы будем вязать с вами? Ушки. У нас остались ушки и зубки. Сейчас начнем с ушек. В серединку я взяла, у меня розовая лабубу, поэтому вот такую розовую ниточку. Крючочек мы берем тот же самый, который мы вязали с вами личика, это 2,5. И первый ряд у нас 7 воздушных петель. Вяжем 7 воздушных петель, цепочку из 7 воздушных петель. И теперь в третью петлю от крючка вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик без накида, и в первую петлю получается у нас 5 столбик без накида. Вот начало ушка положено. Дальше будем вязать основной ниточкой, не бежевая, а эту розовенькую отрежем, больше она не понадобится. Вводим, делаем как бы воздушную петлю, вводим белую ниточку, и сейчас мы ее вяжем. А дальше схема вязания у нас с вами будет 5 столбиков без накида, прибавка, 5 столбиков без накида. Вяжем первый столбик без накида, второй столбик без накида. Видите, я проложила ниточки, я их вяжу просто. Третий столбик без накида, четвертый и пятый. И вот там мы с вами, когда поворачивали вязание, у нас как бы получилась такая петелечка. Вот туда мы вводим крючок и делаем прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. И остается у нас с вами до конца 5 столбиков без накида. Как раз их и провяжем. Еще первый столбик без накида, второй столбик без накида. Ниточку эту теперь вяжу хвостик. Третий столбик без накида, четвертый и последний в этом ряду 5. Так, чудесно. Дальше мы делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вот эти ниточки я обрежу, хвостики, они нам, чтобы не мешали. И четвертый ряд у нас такая схема вязания. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик без накида и 5. Дальше у нас идут 2 прибавки. Первая и рядышком сюда же вторая прибавка. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, 5. Обвязали ушко. И дальше, смотрите, мы делаем с вами воздушную петлю и 3 столбика без накида. Первый столбик, вот сюда второй столбик и третий столбик.
И в последнюю петелечку вот сюда мы делаем соединительный столбик. Все, ушко готово. Внутренняя часть, ниточку обрезаем, закрепляем. И сейчас будем вязать похожую часть ушка, но уже из пушистой ниточки, а у меня из велюровой. Но для этого мы с вами возьмем другой крючок, 3,5. И вязание начинается у нас похоже. Мы вяжем 7 столбиков, 7 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Второй ряд мы вяжем с первой петли от крючка 5 столбиков без накида. Последнюю петлю мы вяжем прибавку и продолжаем вязать 5 столбиков без накида. Как бы мы обвязываем с вами вот эти 7 петель столбиками без накида. Во втором ряду у нас должно получиться с вами 12 столбиков без накида. Готово. Дальше вяжем воздушная петля, разворачиваем вязание. И похожая схема: 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше мы вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Так, подхватываю ниточку. Первая прибавка. Рядышком вторая прибавка. И до конца ряда у нас с вами остается 5 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый и пятый. В третьем ряду должно получиться 14 столбиков без накида. Ушко готово. Вот так мы будем пришивать. Сложим 2 части и пришьем. Для этого нам надо оставить ниточку подлиннее. Закрепим хвостик ниточки. Вот так. И смотрите, я вам покажу. Когда у вас пушистая ниточка, вам очень легко вот просто вот таким образом пришить одну часть ушки к другому. В принципе, то же самое мы сейчас делаем и с велюровой ниточкой. Это тоже будет выглядеть хорошо. Немножко в ускоренном режиме я вам покажу этот процесс. Вяжется, сшивается все легко и просто. Так у нас получится с вами плотное ушко. Оно будет хорошо стоять и легко пришиваться. Делаем так до конца. Ну вот, я закончила. Ушко готово. Вяжем такое еще одно. А впоследствии мы пришьем к капюшончику 2 ушка. Но это впереди, пока вяжем второе. А сейчас я покажу, как вязать зубки. Берем тоненькую ниточку типа ириса, соответствующий крючочек. У меня номер 1,5. И вяжем. Будем вязать по одному зубику. Первый зубик. Вяжется 3 воздушные петли. Первая, вторая и третья.
И теперь в первую петлю от крючка мы с вами вяжем столбик без накида. И во вторую мы с вами вяжем полустолбик с накидом. Протягиваем через все ниточки. Зубик готов. 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Столбик без накида. Теперь полустолбик с накидом. И протягиваем. Второй зуб готов. Итак, мы повторяем 9 раз, если хотите, чтобы было 9 зубиков, как в оригинале игрушки. Но, может быть, вам милее и симпатичнее будет меньшее количество зубов. Просто сделайте на один раппорт меньше. Давайте я свяжу это за кадром и покажу вам уже готовую улыбку, какая получится. Примерю и свяжу на ускоренном темпе. Вяжите, постарайтесь вязать поплотнее. Тогда дырочки в вязании будут меньше и будет интереснее и аккуратнее. Так, вяжем. Ну вот, моя улыбка готова для лабубушки. Ниточку отрезаем, закрепляем. И зубки для нашего зубастика готовы. Их потом можно будет просто посадить на клей или прихватить ниточкой и пришить. Как вам будет удобнее, если вы решите делать такую мордашку. Ну все, дальше вам останется сделать улыбку, вышить глаза, носик, и ваша лабубушка будет готова. А я вам покажу немножко процесса, как я собирала мою вторую велюровую лабубу. Наполнила. Так, одеваю голову в капюшон. Вот таким образом. Пришиваю. А потом еще и ушки добавляю. Ну вот и готова моя заготовка под лабубу. Это был мастер-класс. Оформить личико вы можете уже по своему желанию, или такое, как у меня, или сделать его беззубым, но улыбающимся. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. До новых встреч!